К сожалению, погода на улице — это, конечно, та еще мерзость. Хотелось бы попасть на остров, кушать бананы, пить кокосовый сок и наслаждаться жизнью. Эта же идейка пришла в голову одному разработчику Майнкрафта, Кори Шевику. На самом же деле, эта идея пришла к нему после того, как он съездил на отдых в Пуэрто-Рико. Он увидел красивые пляжи, море, пальмы и очень сильно вдохновился всеми этими пейзажами, что по приезду домой решил создать полноценный мод под названием Tropicraft. В июне 2018 года Кори стал частью команды Mojang и принялся исправлять баги. Да, и вправду, в начале карьеры он просто исправлял баги Майнкрафта. Его не заставляли это делать, ему просто это нравилось. Позже он принялся за добавление полноценных вещей. Он добавил лисичку, мангровые деревья, а также мангровые болота. К сожалению, очень сложно найти информацию, что конкретно добавил в Майнкрафт именно Кори. Но если вдруг вам действительно хочется узнать, кто из разработчиков что именно добавил в игру, то напишите про это в комментариях. Я приложу все усилия, возможно, даже свяжусь с разработчиками и узнаю наверняка. Можете даже поставить за это лайк. Окей, давайте все-таки взглянем на мод, которым Кори подкупил руководство Mojang, что они приняли его в команду Майнкрафта. Скажу, что первая версия этого мода вышла в далеком-предалеком 2011 году. 2 августа 2024 года Tropicraft выполнится 13 лет. То есть всего спустя 2 года после выхода Майнкрафта вышел этот мод. Я вам даже больше скажу, этот мод до сих пор развивается и вышел даже на версию 1.20. Тропики — это не новый биом, это отдельные измерения, в которые не так просто попасть. Для этого вам понадобится проделать определенные шаги. Для начала нужно сделать пина-коладу. Это традиционный карибский алкогольный коктейль на основе светлого рома с кокосовым молоком и ананасовым соком. В этом моде алкоголя нет, он вредный, но нам понадобится ананас, который можно найти в лесу или джунглях. Он, к слову, растет в виде куста. Я почему-то думал, что он растет на деревьях, но, как оказалось, нет. Ставь лайк, если тоже так думал. Если срубить его рукой, выпадет цельный ананас, но если использовать меч, то мы получим ананасовые кубики. Куст останется, продолжая давать плоды. Затем нам нужен кокос, который растет на деревьях. Это я знал давным-давно, думаю, вы тоже. Пальмовое дерево можно встретить только в биомах пустыни и на пляже. К слову, они вам ничего не напоминают? Уж больно они похожи на пальмовое дерево, которое было продемонстрировано на голосовании за биом в 2018 году. Возможно, я себя накручиваю. После того, как вы нашли пальмовое дерево, нужно подняться наверх и срубить один кокос. Из него мы получаем кусочки. Затем нам понадобится кружка, которую нужно создать из бамбука. В новых версиях этого мода мы используем бамбук, который появился в версии 1.14. В старых версиях использовался собственный бамбук. Он выглядел вот так. Сравнивая ванильный и бамбук из мода, я официально могу заявить, что ванильный мне нравится больше. Но тоже прошу заметить, бамбук в этом моде появился в самом начале разработки. При помощи бамбука создаем себе кружку, затем используем кусочки ананаса, кокоса вместе с кружкой и получаем пина-коладу. Но это тоже еще не все. Нам понадобится еще кресло, на котором мы будем попивать этот чудесный безалкогольный напиток. Для этого бамбук переделываем в бамбуковые палки и добавляем шерсть. Можно цветную, это уже на ваше усмотрение. Теперь самый приятный момент. Мы размещаем кресло, садимся на него, ждем закат солнца и начинаем пить наш напиток. После этого мы попадаем в новое тропическое измерение. Да, именно такие шаги нужно предпринять, и как по мне, это топово. Никакие заезженные порталы не нужны. Конечно, после телепортации мы появляемся в небольшом бассейне, и на нас накладывается тошнота, но это мелочи. Перед нами раскрывается тропический мир Майнкрафта. Подмечу еще небольшое отличие. В старых версиях при перемещении в тропике мы могли лицезреть красивый загрузочный экран с подсказками, а после появления возле бассейна находился бамбуковый сундук, в котором можно было найти энциклопедию про тропики. В новых версиях всего этого нет. Даже убрали книгу из мода в целом. Непонятно почему. Первым делом давайте я вам продемонстрирую очень занятный биом. Думаю, несложно догадаться, что это мангры. Сделано он очень красиво и симпатично. Здесь тоже есть мангровые деревья с необычными корнями и есть грязь. Она замедляет игрока, который по ней передвигается. Помимо этих атрибутов можно найти тростник, цветок под названием ирис или петушок, а также мангровые папоротники. Этот биом очень похож на тот, который мы имеем в Майнкрафте. Все из-за того, что это один и тот же разработчик его создавал. Еще хочу продемонстрировать один морской биом под названием лес ламинарии. Он был добавлен в мод уже после водного обновления. Но как же он красив! Он максимально свежо и ярко выглядит под водой. Здесь можно встретить помимо обычных водорослей еще и камку. Это еще один, скажем так, слой водорослей, которые нарастают внизу. От этого морской мир становится только лучше. Одна из самых, как по мне, занятных вещей — это кораблекрушение. Нет, не в реальной жизни, естественно, в игре. После водного обновления они для нас стали нормой. Встречаются они довольно часто, и в них можно найти очень полезный лут. Но, к моему большому удивлению, они уже были в старой версии этого мода. Правда, выглядели они совершенно по-другому. То, как они реализованы в ванильной игре, мне нравится больше. В моде они целиком и полностью находятся под водой, и созданы они из махагониевых досок. Они имеют такой более бордовый цвет. В центре, либо же где-то в середине судна, можно найти бамбуковый сундук, в котором есть тоже полезный лут. Хотелось бы мне сказать, что Кори приложил руку к затонувшим кораблям в Java, но он пришел
пришел в моджинг намного позже, уже после демонстрации этих кораблей. Переведем наше внимание на мобов. Они здесь тоже не совсем обычные. Например, самый запоминающийся для меня был тропический крипер. Ему ведь тоже нужен отдых, не так ли? Его легко отличить от обычного тем, что на голове у него есть соломенная шляпа, на носу крем от загара, а на теле у него тропическая рубашка. Но самое интересное в том, что он не сможет нанести вам урон. Если близко к нему подойти, то он взорвется, но ударная волна оставит после себя только красивые цветочки. Из необычных мобов есть еще тропическая пчела. Вы только гляньте на яйцо призыва обычной и тропической, это ведь небо и земля. Тропическая пчела на голове тоже имеет соломенную шляпу, но главный атрибут — это солнцезащитные очки. Выглядит она максимально вайбово и челово. Если ее ударить, то в ответ она тоже ужалит игрока. Подмечу, что она появилась уже после жужжащего обновления. Не могу не рассказать про очень таинственного моба — головы из острова Пасхи. Для меня этот моб был всегда очень жутким. Сами по себе они довольно приветливы, на первый взгляд, конечно же. Зачастую они просто стоят на месте как вкопанные, а? Как вам такой каламбурчик? Так вот, если подойти к ним вплотную, они как бы оживают и начинают двигаться. Если их ударить, они могут сказать следующее. Да, сразу не поймешь, но слышно, что нужно этот звук закинуть в программу монтажа и сделать реверс. Тогда мы услышим следующее. Страшновато звучит, не так ли? Что скрывают эти жуткие статуи? Почему они так общаются? На этот вопрос можете дать ответ в комментариях. Если они на вас нападут, то лучше всего с ними драться при помощи кирки. Мне очень сложно как-то идентифицировать этих ребят, но это племя Пепла. Это одно из двух поселений, которые населяют тропический мир Майнкрафта. Про второй поговорим за мгновение. У этого племени, к сожалению, нет поселения. Точнее как, вроде как оно есть. Они живут в гигантском махагониевом дереве. Там есть спавнера, правда почему-то они неактивные. Иногда на этих деревьях можно найти бамбуковый сундук. В нем будет либо пластинка, либо маска племени Пепла. Сейчас я расскажу вам про одну интересную особенность этих ребят, а вы постарайтесь угадать, где вы это уже видели. Пепельники ведут себя крайне агрессивно, если подойти к ним очень близко. Они начнут бросать вас дротиками с эффектами. В старых версиях это был яд, в новых версиях это замедление. Чтобы они посчитали вас своим, нужно одеть их маску на себя. Тогда они перестанут нападать на игрока. Что же это напоминает? Пиглин, ты знаешь? Говорит, впервые слышит. Забавно, но эти ребята также становятся безобидными после одного удара. Тогда с них спадает маска, и они начинают прикрывать лицо руками. Маску при этом они даже не пытаются поднять. Мне их даже в какой-то мере жалко становится. Не знаю почему, они довольно милые. Всего есть 16 масок, каждая из них имеет разные формы и названия. Эффектов они никаких не дают. Второе поселение — Коа. Они, в отличие от предыдущего, умные. И, как мне кажется, это люди, а не выдуманные существа. У этого поселения есть своя деревня. Зачастую она располагается поближе к воде. То есть их лучше всего искать где-то на пляже. Дома этого поселения сделаны с использованием всех ресурсов, которые можно найти в этом измерении. В основном это пальмовые деревья, бамбук и тростниковые вязки в виде блоков. В качестве освещения они используют тики-факела. Почти то же самое, что и обычные, только используют бамбуковые палки вместо стандартных. Поселение выглядит максимально аутентично, как по мне. В каждом поселении есть так называемые склады с припасами. Зачастую это два двойных сундука. Как только вы придете в деревню, они будут пустыми, но со временем Коа наловят и положат туда рыбу и разные морские атрибуты. Игрок может спокойно подойти и забрать ее, они не будут злиться. Вот настолько они доброе племя. У них даже есть здание, в котором можно найти аквариум. Камон, настоящий аквариум, в котором можно содержать рыбок. В этом же здании можно найти просеиватель, через который Коа просеивают песок и получают различные ракушки и жемчуга. Днем рыбаки ловят рыбу, а охотники охотятся на еду. С этими жителями даже можно поторговать. Понятное дело, что каждый из них будет продавать разный товар. Подмечу, что никто из этого поселения не будет вам продавать свои товары. Для начала игроку понадобится продать свои, как бы заслужить их доверие. Как только вы перейдете с ними на второй уровень, они тут же начнут продавать вам свои товары за жемчуг. Это местная валюта. Когда наступает ночь, все племя Коа садится у костра и начинает рассказывать истории. По крайней мере, мне хочется в это верить. То есть, таким образом, они как бы пережидают ночь у костра, а с появлением солнца они разбегаются по своим делам. Как я уже сказал раньше, они дружелюбное племя. Но знаете, после первого удара Коа достанут нож и будут бить в ответ, пока не убьют игрока. После этого вы будете прощены и сможете дальше торговать и жить вместе с ними. К моему большому счастью, я могу продемонстрировать вам еще одну очень крутую и редкую вещь — фестиваль барабанов. Иногда вечером Коа могут вместо костра отправиться в специальный дом и там начать играть на барабанах. Происходит это довольно редко, но мне удалось снять этот чудесный ритуал. Выглядит очень красиво. Еще у этого мода есть своя уникальная музыка, целых 6 композиций. Их можно прослушать при помощи пластинок. Моя самая любимая — это Эмили Ван Крикен, The Tribe. Она есть на YouTube, поэтому ссылку я оставил в описании. В 2017 году Кори с командой, которая трудится над модом, создали полноценное благотворительное мероприятие. Из-за того, что в 2017 году
году ураган 5-й категории под названием Мария пронесся по Пуэрто-Рико, он оставил весь остров без электричества и водоснабжения. Поэтому команда объединилась, создала мероприятие Love Tropics и смогла собрать $10 тысяч для благотворительной организации Direct Relief, чтобы доставить воду и первую помощь жителям Пуэрто-Рико. Поэтому, начиная с 2017 года, примерно в октябре или ноябре, команда собирается и проводит 48-часовую трансляцию, где собирают деньги на разные нужды тропиков. Они создают особый сервер, вход на который стоит $15, и каждый, кто задонатил, мог прийти и поиграть вместе с приглашенными ютуберами и стримерами по Майнкрафту в разные мини-игры. Играть, конечно же, не обязательно, можно просто пожертвовать на благотворительность. Начиная с 2017 года и до 2023 они смогли собрать $257 625. Вот таким образом один разработчик, вдохновившись красивыми видами и пейзажами, решил создать мод, который развивается вот уже на протяжении 13 лет. И естественно, Кори уже не прикладывает руку к программированию, ведь для этого нужно много времени. Сейчас он работает над Майнкрафтом. Но все равно он является руководителем проекта и не даст ему уйти в другое русло. Тропикрафт очень интересный мод. Я рассказал про него лишь малую часть, поэтому советую вам поиграть в него самим. Ссылки на скачивание, как всегда, найдете в описании. Подписывайтесь на этот канал, на Telegram, ставьте лайки, пишите, играли ли вы с этим модом. Советую также глянуть вот эти видео. Еще услышимся, ведь мы открываем Майнкрафт по-новому.